Мексика, солнце, пальмы, жара, райские пляжи. Какие еще ассоциации может вызывать эта экзотическая южная страна? Ну что вы думаете? Здесь вам пригодится даже свитер, шапка и перчатки. Всем привет, меня зовут Элла. В этом видео мы узнаем, какая же погода царит в Мексике. Я уверена, что это видео вас удивит своими фактами. Так что поехали! Итак, несмотря на то, что Мексика находится на юге и в принципе очень близко к экватору, тем не менее не надо думать, что в Мексике всегда светит солнце и что здесь всегда жарко и соответственно кроме купальника и маек с короткими рукавами вам больше ничего не понадобится, не совсем верно. Но давайте начнем по порядку. Прежде чем собирать ваш чемодан в Мексику, обязательно посмотрите конкретно тот город либо тот регион, в который вы поедете и какая же там температура, потому что вы можете быть очень неприятно удивлены тем, что в Мексике вроде бы как может быть средняя температура и высокая, допустим 30-35 градусов, но тем не менее именно в тот город, в который вы поедете, он оказывается находится в горах, соответственно там температура может быть 10-5 градусов и в одних шортах и майке на лямках, честно говоря, вам будет холодно. Так что да, обязательно проверьте именно тот регион, тот город, в который вы поедете, потому что если мы говорим о каких-то горных регионах, то конечно там может быть даже прохладно. Если мы говорим о Канкуне, если мы говорим об Акапулько, то там будет жарко, скорее всего. Но при этом надо учитывать, что и эта жара тоже может быть разной. Она может быть влажной, и она может быть сухой. При какой-то вы можете просто умирать и не выдерживать температуру даже в 25 градусов, а в каком-то другом городе даже хоть там 40 градусов вы не будете умирать, тем не менее будете спокойно переносить эту жару. Все эти факторы надо учитывать. Так что да, в Мексике есть как и горы, вулканы, джунгли, пляжи, пустыни, и это все означает, что и климат тоже здесь будет совсем разный. И в разных регионах разные температуры, и соответственно по-разному надо одеваться, и по-разному надо готовить опять-таки еще и свое здоровье, потому что если мы говорим о горной местности, то учитывайте, что у некоторых может здесь проснуться нетерпимость или так называемая горная болезнь. Допустим, если мы говорим о Мехико, столице Мексики, средняя высота города здесь составляет 2240 метров, что означает, что те люди, которые привыкли жить в более низких местностях, могут здесь ощущать головокружение, тошноту, головную боль. И это все нормально. У некоторых на адаптацию уходит около дня, у кого-то 2 недели, а у кого-то вообще не возникает никаких признаков того, что была смена высот. Прибавьте ко всему этому определенный горный воздух, который тоже периодически может здесь ощущаться в городе. Но если мы говорим, тем не менее, о какой-то другой погоде, допустим, то же самое солнце, которое здесь светит достаточно часто, конкретно в Мехико. Но тем не менее, переносить жару и палящее солнце, когда вы находитесь такой на высоте, для кого-то может быть это вообще не проблема, для кого-то другого это может быть настоящая пытка, потому что высота, палящее солнце, и все вместе это приводит к далеко не самым приятным ощущениям. Насколько это скажется именно на вашем здоровье, наверное, вы можете узнать только побывав в конкретных местах, и там вы узнаете, насколько хорошо ваш организм может адаптироваться к разным условиям и насколько быстро он это делает. Говоря о Мехико, о столице Мексики, еще и надо не забывать о том, что здесь температура, правда, варьируется достаточно сильно. Днем может быть 25 градусов, хотя, несмотря на это, ночью либо ранним утром здесь может быть температура 5 градусов, а то и 0, а то и даже чуть ниже нуля, -2, -3 градуса. Мне как представительнице северных стран вроде бы как не должно быть страшно опускаться до таких температур, но надо учитывать, допустим, в Латвии зимой, как и во многих других странах, включают отопление и есть всегда горячая вода, что означает, что в принципе если получше одеться, уже не ощущаешь этот холод или, по крайней мере, дома тебе не холодно. Здесь же дома построены для того, чтобы наоборот удерживать прохладный воздух, а не горячий воздух. А если за окном где-то 0 градусов, то вы представляете, что стены и вообще в доме все очень холодное. Еще и нет горячей воды, вернее она есть, но ее надо включать через бойлер. Соответственно, чтобы почистить зубы, либо просто помыть руки, скорее всего вам придется это делать холодной водой. Ну, либо же до этого не забыть подогреть бойлер. Так что, на мой взгляд, холод в Мехико переносить намного тяжелее, нежели в Латвии, потому что дома здесь холодно. Для меня лично это просто, для меня никак не укладывается в голове, как это я прихожу домой и мне холодно. Я выхожу на улицу, чтобы погреться, но именно так
это происходит, потому что на улице под солнцем все-таки греется лучше, а в доме, который лучше держит прохладу, то там, соответственно, прохладно и можно надеть пару свитеров. Так что, в принципе, в Мехико, если приезжаете, обязательно не забудьте пару свитеров на всякий случай. В то же время не удивляйтесь, что местное население и вообще, наверное, в большинстве частях Мексики думают, что Мехико это просто самый холодный город на земле. И если вы здесь увидите людей, одетых как будто они в Сибири, тоже не удивляйтесь. Они реально одевают фуфайки, они одевают какие-то меховые сапоги при нулевой температуре, либо даже 10-15 градусов. Для них это уже очень холодно, поэтому если вы один, кто гуляет в шортах и майке, а все остальные в фуфайках, то ничего удивительного. Но готовьтесь к тому, что все будут вас трогать и спрашивать, не холодно ли вам и как вы можете не мерзнуть при таком морозе, как 15 градусов. Кстати, да, многие люди здесь еще считают, что те, кто живут в северных странах, мы зимой ходим точно так же, как и летом, в принципе, в майках, и снег руками трогаем, и ходим без перчаток и без шапок, и просто у нас какая-то есть неощутимость холоду. Так что, если что, готовьтесь к тому, что вам придется объяснять, что это вовсе не так, и у нас тоже есть способность ощущать холод, просто у нас более приспособленные страны к холодным температурам. Еще один совет, который я могу вам дать, так это то, что надо готовиться к тому, что надо посмотреть конкретно, когда вы едете в Мексику, и, соответственно, какой это месяц, и не является ли это сезон дождей. По крайней мере, в Мехико этот сезон дождей ощущается примерно с конца мая до середины октября. В зависимости от года может быть чуть больше, чуть меньше. Но в принципе лето здесь не ассоциируется с жарой, с каким-то большим появлением солнца. Наоборот, здесь все время идут дожди летом. Но это конкретно Мехико. Не забывайте, что Мексика большая и в других регионах и совсем другие климатические условия. Но что я должна сказать, так это то, что здесь дождь достаточно пунктуален. В зависимости, конечно, от дня, в зависимости от сезона. Но в принципе здесь в основном дожди идут именно после 5-6 часов вечера, что означает, что днем примерно до этого времени вы все равно можете наслаждаться солнцем. Хотя бывают и другие дни пасмурные, когда дождь идет практически все время. Если же мы говорим еще о каких-то южных штатах, то там дождь может быть просто такой проливной, как из ведра, длиться на протяжении недели, 2-3 и так далее, что, конечно, приводит к достаточно большим и сильным потопам. Кстати, это не шутка, но в этом году в одном из штатов, который был затоплен, в одном городе конкретно, река вышла из русла, наводнила весь город, и по этому городу плавал крокодил. Ну, потому что он жил в этой реке, а поскольку река стала больше, то и, соответственно, его территория тоже расширилась. Это не шутка. Надо еще сказать и о том, что, в принципе, здесь не так сильно ощущается смена времени года. И, в принципе, здесь постоянная то ли осень, то ли весна, наверное, что-то среднее. Немножко меняется воздух, то он более прохладный, то он более жаркий. Но прямо таких ярких перемен с осени на зиму, потом лето, такого мы здесь не увидим, потому что, в принципе, более-менее все похоже. Некоторые говорят, что я уже сильно разбалованный, потому что все время светит солнце, и мне уже стало скучно, потому что мне хочется периодически дождика, мне хочется, чтобы листья опадали, мне хочется, чтобы листья желтели, но этого, к сожалению, здесь особо не найти. Между прочим, у многих даже есть традиция, допустим, Новый год отмечать на пляже. И я понимаю, это, конечно, очень здорово, и, наверное, для северного человека это экзотика, и 1-2 раза этим насладиться, это просто сказка. Но когда у тебя нету снега, а ты так любишь зиму, и нет елки настоящей в лесу, снежной, то, честно говоря, это скучно. Так что только теперь я стала понимать, насколько это здорово, насколько это круто, когда есть смена времен года. Далеко не все, конечно, могут со мной согласиться, кто-то, наоборот, этим наслаждается, и именно поэтому и не хотят уезжать из Мексики, но лично мне, может быть, вы тоже можете понять меня в этом плане, поскольку тоже скучаете по смене времен года, а также по разнообразию, которое нам предоставляет природа. Между прочим, именно из-за того, что в принципе погода всегда одна и та же, то сам вот этот смысл понять, что сейчас какой-то летний праздник, какой-то сейчас зимний праздник, ну, нет такого ощущения, разве что декорации меняются, но температура, которая в каком-то смысле тоже помогает ощутить приближение каких-то праздников, его нет. Поэтому, ну, не знаю, кому как, а мне скучно. Тем не менее, не надо забывать еще и о том, что все-таки есть определенные растения, есть определенные фрукты, какие-то кусты, цветы,
цветы, которые цветут только в определенный момент, и в течение всего года мы их не найдем. Это, конечно, приятное напоминание о том, что сейчас у нас весна, сейчас у нас якобы лето, якобы осень и якобы зима. Но это уже, наверное, более такие конкретные наблюдения, которые делаешь, когда непосредственно здесь живешь в течение всего года. Интересный факт. Именно в Мексике, в штате Сонора, в пустыне был зарегистрирован рекорд как самая горячая точка на свете. В этой пустыне температура достигла 80 градусов по Цельсию, хотя обычно она составляет 40-50 градусов. Между прочим, есть реально такие города, в которых это самая обычная температура. В основном они находятся либо на севере страны, либо в некоторых местах на юге. Так что вот такое разнообразие температуры и климата вас ожидает в Мексике. Поэтому еще раз повторяю, прежде чем собирать ваш чемодан в Мексику, не собирайте лишь одни купальники и легкие маечки. Посмотрите конкретно регион и тот город, куда вы поедете, чтобы быть готовым ко всему. В любом случае, какая-нибудь закрытая обувь, джинсы, кофта либо свитер все равно вам не помешают, потому что даже если вы находитесь в каком-то очень жарком месте, но потом вы поднимаетесь в горы, там, соответственно, температура падает очень сильно, и в этих же шортиках вы уже обледенеете. Между прочим, в некоторых штатах Мексики периодически даже выпадает снег, и причем настоящий, не просто иней, который бывает здесь в Мехико, а настоящий, который может даже доходить до колена, а то и вообще до пояса. Ну что, понравилось ли вам это видео? Надеюсь, оно было для вас неожиданным и поучительным. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео с вашими друзьями, чтобы они тоже были готовы к своему скорому путешествию в Мексику. Ведь я надеюсь, эта страна уже занесена в тот список стран, которые обязательно надо посетить. Также я приглашаю вас посмотреть и другие видео, которые уже есть на этом канале о Мексике, чтобы познакомиться лучше с этой страной и развеять многие стереотипы, которые существуют о ней. На этом на сегодня все. Увидимся очень скоро в следующем видео. Адьос!